Катя, ну скажи мне, пожалуйста, почему ты не хочешь идти в театр пешком? Андрей, я очень устала. Давай поедем в театр на транспорте. На машине, на такси, на троллейбусе. Мне все равно. И почему ты устала? Сейчас утро, погода хорошая. Как приятно идти пешком по центру Москвы. Я устала, потому что мы ехали сюда очень долго. Мы живем не в центре Москвы. Да, мы живем на окраине, я это хорошо помню. Вот, ты помнишь. Сначала мы шли пешком от дома до остановки автобуса почти полчаса. Потом мы ждали автобус еще 15 минут, и было очень холодно. Потом мы ехали на автобусе еще 17 минут. Как точно ты все помнишь? Да, помню, потому что мне было холодно. Потом мы сели на метро. Катя, в метро было тепло. Да, в метро мне было тепло, но мы ехали на метро почти час. Мы сделали 2 пересадки. Сначала на станции Курская, а потом на станции Комсомольская. И теперь я хочу взять такси, а ты предлагаешь идти пешком. Я тебя просто не понимаю. Послушай меня. Извините, пожалуйста, мне нужен дом журналиста. Я знаю адрес. Никитский бульвар, дом 5. Вот Никитский бульвар, вот здесь на карте, но я не могу понять, куда я должен сейчас идти, направо или налево. А вы не подскажете, куда мне идти? Вам нужен дом журналиста? Вам повезло, мы тоже идем туда. Андрей, мы не идем в дом журналиста. Нам нужна касса театра, и мы хотели ехать туда на такси. Но мы должны помочь. А как вас зовут? Меня зовут Джон, я канадец. Вот, Джон, ему надо помочь, потому что он канадец и не знает, куда идти.